Вы можете годами считать себя относительно здоровым человеком, и при этом ваши почки уже будут работать на износ. Самое коварное в болезнях почек – они развиваются тихо. Печень может болеть, сердце может колоть, желудок сигнализировать. А почки молчат до последнего. Миллионы людей узнают о проблеме случайно на анализах, после скачка давления, появления сильных отеков или хронической усталости, которую списывали на возраст. Но проблема в том, что современный образ жизни буквально бьет по почкам каждый день. Избыток соли, сахар, газировка, обезболивающие, недосып, стресс, обезвоживание. Почки вынуждены фильтровать все это ежедневно. Представьте обычный фильтр для воды. Если через него постоянно пропускать грязную воду, что произойдет? Он начнет засоряться. С почками происходит примерно то же самое. Но есть хорошая новость. Некоторые продукты помогают почкам снижать воспаление, защищать сосуды, выводить лишнее и уменьшать нагрузку на фильтрацию. Сегодня мы разберем 7 продуктов, которые действительно любят ваши почки. И очень важно, это не волшебная таблетка. Ни один продукт не вылечит серьезное заболевание. Но ежедневное питание либо разрушает почки, либо помогает им выживать. И в конце видео я расскажу, какой напиток особенно опасен для почек, почему некоторые здоровые продукты могут быть вредны, и какая привычка после 40 лет ускоряет разрушение почек в несколько раз. Почему почки так важны? Прежде чем говорить о продуктах, давайте поймем, что вообще делают почки. Большинство людей думают, что почки просто выводят мочу. На самом деле это невероятно сложный орган. Почки очищают кровь, регулируют давление, контролируют баланс жидкости, поддерживают минералы, участвуют в выработке гормонов, влияют на кости, сердце, сосуды и даже мозг. Через почки за сутки проходит примерно 180 литров жидкости. Это колоссальная нагрузка. И когда почки начинают работать хуже, страдает весь организм. Человек замечает усталость, сонливость, слабость, отеки, серый цвет лица, скачки давления, головные боли. Но многие даже не связывают это с почками. Особенно опасно то, что хроническая болезнь почек часто развивается годами. А теперь продукты, которые помогают поддерживать их работу. Продукт номер 1 – клюква. Клюкву часто называют природным защитником мочевыделительной системы. И это не просто народный миф. В клюкве содержатся особые вещества – проантоцианидины. Они помогают предотвращать прикрепление бактерий к стенкам мочевых путей. Почему это важно? Потому что многие воспаления начинаются именно с бактерий, которые закрепляются и начинают размножаться. Особенно это касается женщин. Но полезна клюква не только при склонности к циститу. Она содержит огромное количество антиоксидантов. А что такое антиоксиданты? Это вещества, которые помогают уменьшать окислительный стресс. Окислительный стресс – это процесс, при котором клетки повреждаются свободными радикалами. И почки очень чувствительны к этому повреждению. Особенно при диабете, высоком давлении, лишнем весе, хроническом воспалении. Кроме того, клюква помогает сосудам. А почки буквально состоят из мельчайших сосудов-фильтров. Когда сосуды повреждаются, ухудшается фильтрация, повышается давление, появляются отеки, начинает задерживаться жидкость. Но тут есть очень важный момент. Большинство клюквенных напитков из магазина – это почти сахарная вода. А избыток сахара разрушает сосуды почек. Поэтому лучший вариант – свежая клюква или замороженная, домашний морс без сахара, либо качественный концентрат без сиропов. И еще один нюанс. Если у человека есть склонность к оксалатным камням, большое количество клюквы может не подойти. Поэтому при серьезных заболеваниях почек всегда важно советоваться с врачом. Продукт номер 2 – чеснок. Чеснок многие недооценивают. Но для сосудов и почек это один из самых мощных натуральных продуктов. Главное вещество чеснока – аллицин. Именно он придает запах, обладает антибактериальным действием, помогает уменьшать воспаление, поддерживает сосуды. Почему это важно для почек?
Потому что одна из главных причин повреждения почек – хроническое воспаление сосудов. Особенно у людей с гипертонией, диабетом, лишним весом, высоким холестерином. Чеснок помогает улучшать кровоток, немного снижать давление, уменьшать воспалительные процессы. А высокое давление – это настоящий враг почек. Многие люди не понимают, что давление повреждает тончайшие сосуды внутри почек буквально каждый день. И если гипертония длится годами, фильтрация постепенно ухудшается. Интересно, что в некоторых исследованиях чеснок показывал способность уменьшать маркеры воспаления и окислительного стресса. Но есть ошибка. Люди бросают чеснок в раскаленное масло и долго жарят. Часть полезных соединений разрушается. Лучше слегка раздавить зубчик, оставить на 10 минут, и только потом добавлять в еду. Так образуется больше аллицина. И еще важно, если у человека проблемы с желудком или он принимает препараты для разжижения крови, чеснок в больших количествах может быть не лучшей идеей. Продукт номер 3 – капуста. Обычная капуста – один из лучших продуктов для поддержки почек. Причем это касается белокочанной, брокколи, цветной, брюссельской. Почему она так полезна? Во-первых, в ней много клетчатки. Кишечник и почки тесно связаны. Когда кишечник работает плохо, усиливается воспаление, токсины начинают хуже выводиться, и нагрузка на почки растет. Во-вторых, капуста содержит антиоксиданты и соединения серы. Особенно брокколи. В ней есть сульфорафан, вещество, которое активно изучают ученые. Считается, что оно помогает клеткам защищаться от повреждений. Кроме того, многие виды капусты содержат относительно мало калия по сравнению с другими овощами. Это важно для людей с уже сниженной функцией почек. Но тут тоже есть ошибка. Многие превращают полезную капусту в тяжелую пищу, жарят, пересаливают, заливают майонезом, добавляют жирные соусы. В итоге почки получают дополнительную нагрузку. Лучший вариант тушения – готовка на пару, салаты с оливковым маслом. И еще один интересный момент. Люди, которые регулярно едят овощи семейства крестоцветных, часто имеют более низкий уровень хронического воспаления. А воспаление – это один из главных механизмов старения организма. Продукт номер 4 – яблоки. Есть старая фраза: «Одно яблоко в день помогает реже видеть врача». И в этом действительно есть логика. Яблоки помогают почкам сразу по нескольким направлениям. Во-первых, пектин. Это особый вид клетчатки. Пектин помогает улучшать работу кишечника, связывать некоторые вещества, поддерживать обмен веществ. Во-вторых, яблоки помогают контролировать уровень сахара. А высокий сахар – одна из главных причин повреждения почек в мире. Диабет буквально разрушает сосудистые клубочки внутри почек. Кроме того, яблоки содержат антиоксиданты. Особенно в кожуре. Поэтому очищенные яблоки менее полезны. Но важно понимать, яблочный сок – это не яблоко. В соке почти нет клетчатки, зато сахар усваивается очень быстро. Поэтому цельное яблоко намного лучше. Особенно полезны яблоки людям после 40, при лишнем весе, при повышенном сахаре, при склонности к отекам. Продукт номер 5 – оливковое масло. Когда мы говорим о здоровье почек, нельзя забывать о сосудах. А одно из лучших масел для сосудов – качественное оливковое масло Extra Virgin. Оно содержит полифенолы, витамин Е, полезные жирные кислоты. Эти вещества помогают уменьшать воспаление, поддерживать сосудистую стенку, снижать окислительный стресс. Почему это важно? Потому что почки пронизаны огромным количеством микрососудов. Их состояние напрямую зависит от питания. Средиземноморский тип питания считается одним из самых полезных для сосудов и почек. И оливковое масло там занимает важное место. Но проблема в том, что многие покупают дешевые смеси масел под видом оливкового. Настоящее Extra Virgin имеет аромат, может слегка горчить, и не должно быть абсолютно нейтральным на вкус. Как использовать? В салаты, к овощам, к рыбе.
А вот постоянная жарка до дыма – плохая идея. Продукт номер 6. Черника. Черника – настоящий суперфуд для сосудов и клеток. Ее главный секрет – антоцианы. Это мощные антиоксиданты, которые дают ягодам темный цвет. Они помогают защищать сосуды, уменьшать воспаление, поддерживать клетки мозга и снижать повреждение тканей. Интересно, что здоровье почек и мозга часто связано. Потому что и там огромное значение имеют сосуды. Черника особенно полезна людям после 45 лет, при высоком давлении, при хронической усталости, при метаболическом синдроме. Но опять же, джемы и сладкие сиропы – это совсем другое. Иногда в них больше сахара, чем пользы. Лучше свежая ягода или замороженная, натуральная без сахара. Вода – это продукт номер 7. Самый важный продукт для почек – это вода. Без достаточного количества жидкости моча становится концентрированной, растет риск камней, ухудшается выведение продуктов обмена, увеличивается нагрузка на почки. Но здесь есть крайности. Одни люди почти не пьют воду. Другие начинают пить по 4-5 литров без необходимости. И то, и другое может быть проблемой. Важно ориентироваться на жажду, активность, климат, состояние здоровья, цвет мочи. И очень важно, сладкая газировка не заменяет воду. Некоторые исследования связывают регулярное употребление сладких напитков с повышенным риском проблем с почками. Особенно опасны сладкие энергетики, газировка, избыток фруктозы, что убивает почки быстрее всего. Теперь самое важное. Даже полезные продукты не спасут почки, если каждый день делать вещи, которые их разрушают. Главные враги почек – избыток соли, постоянный сахар, обезвоживание, курение, лишний вес, высокое давление, диабет, злоупотребление обезболивающими, хронический недосып. Особенно опасно сочетание соль плюс сахар плюс малоподвижность. Это создает идеальные условия для повреждения сосудов. И еще один момент, который многие недооценивают – почки очень не любят постоянный стресс. Хронический стресс повышает давление и ухудшает состояние сосудов. Поэтому здоровье почек – это не только питание. Это образ жизни целиком. Ваши почки работают для вас каждую секунду. Пока вы спите, пока отдыхаете, пока даже не думаете о них. И то, что вы кладете в тарелку каждый день, либо помогает им, либо постепенно разрушает. Добавьте в рацион клюкву, чеснок, капусту, яблоки, оливковое масло, чернику и достаточное количество воды. И помните, здоровье почек начинается не с таблеток, а с ежедневных привычек. Напишите в комментариях, какой из этих продуктов вы любите больше всего. И обязательно отправьте это видео близким. Возможно, кто-то из них даже не подозревает, что его почки уже давно работают на пределе.